Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Узнай будущее. К чему все идет? На период 10 дней на декаду с 11 по 20 ноября. Конечно, мои дорогие близнецы, мы будем реалистами. Любой прогноз о личной истории каждого из вас, увы, не расскажет. Но я надеюсь искренне, что мы с вами проведем приятное время. И все равно какие-то подсказки вы получите. Когда мы даже смотрим общие расклады, каждый из нас думает о чем-то о своем. У нас сегодня две колоды. Колода Ленорман. И мы достанем 4 карты, не будем предвосхищать события, и больше как раз событийный ряд нам раскрывают карты. Поэтому мы достанем эти 4 карты и посмотрим, какие события в эти 10 дней, по мнению карт, будут для вас важны, чему больше придется уделять внимание. Итак, каково же будущее для близнецов? К чему все идет? И как раз у нас ноябрь, этот период, когда перейдет окончательно 20 числа планета Плутон окажется в знаке зодиака Водолей. Для вас, мои дорогие близнецы, открывается удивительное время. И это правда, поэтому успейте сделать больше для себя чего-то очень хорошего, доброго. Вы можете самые невероятные проекты осуществить. Конечно, Плутон планета медленная, никто не говорит, что прямо очень быстро все получится. Но бывает и так, что мы годами к чему-то стремимся и не получаем итога. Так вот здесь как раз этот итог у вас абсолютно точно будет. Где-то настойчивость, не без этого. Но это здорово, когда мы видим результаты приложенных усилий, а не в пустоту, согласитесь. Итак, вторая карта. Третья, немножко подвинем. И четвертая. Дополним Таро. И первая карта у нас будет называться как Таро неожиданность. С чем это может быть связано? Сюрприз, неожиданность в эти 10 дней. Зададим вопрос, в чем ваша сила, что вам помогает? И также по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, учеба, документы, финансы, деньги с 11 по 20. Как карты видят личную жизнь. И мы совет от карт, достанем еще одну карту, но откроем ее в самом конце. Итак, что же за события ожидают близнецов? Много общения, причем такого приятного, легкого. Кто-то из вас меняет свое окружение, меняет свои планы. По карте сад у нас многое получается, потому что мы умеем договариваться. Видимо, по максимуму будут проявляться какие-то ваши очень ценные качества. Это по части дипломатии, кстати, и непредвзятого отношения к людям, потому что людей может быть много. И у каждого свои тараканы в голове. Но вот каким-то образом, мои дорогие близнецы, это будет говорить о сильной позиции, что невозможного для вас нет ничего. Все зависит от того, как вы сумеете договориться. По карте сад вы можете и поехать куда-то далеко в эти дни, или быть среди того социума, который вам не знаком. И значит, все равно вы будете чувствовать себя где-то как рыба в воде. Вы останетесь довольны. Это точно в эти 10 дней. Давайте посмотрим следующее событие. У кого-то это будет связано с тем, что вы будете ходить по высоким и, может быть, не самым высоким, но инстанциям, говорить с разной группой людей, потому что вам нужно подписать какой-то документ. По карте письмо у нас идет как и документ, как и сама по себе информация, но все же больше бумага. Поэтому, значит, что-то вы будете делать наверняка, или подписывать важные документы, или что-то согласовывать. И какой бы сложности ни стоял вопрос, возвращаясь к карте сад, нет ничего невозможного. Может быть, вы получите какое-то письмо, буквально извещение или предложение, тоже такое может быть. Иногда карта письмо, потому что в колоде Ленорман нет карты денег как таковой. И я заметила, и поэтому озвучиваю, для кого-то это будет тоже важно услышать. Иногда это как прелюдия денег или какой-то договор, который вы создадите, а в последующем для вас будет улучшена материальная сторона вопроса.
Может быть, это касается вашей работы. И я должна сказать, у нас еще ноябрь, мы можем пересматривать как самые разные документы, именно с приставкой «пере». Пересмотреть брачные контракты, пересмотреть соглашения по работе или контракты по работе. Какие-то документы, может быть, кстати, и в банках тоже, если мы говорим про денежную составляющую, вы тоже можете перезаключить. В конечном итоге вы улучшаете для себя какую-то очень важную составляющую, больше понимания, больше конкретики. Ну, или важное известие, когда вы будете принимать какое-то решение, такое тоже может быть. Вы определяетесь действительно с чем-то, и если есть у вас то, что вас интересует, то также есть то, что не имеет смысла продолжать. Скорее всего, некоторое как прощание с прошлым, или, может быть, это идеи ваши, может быть, это касается людей. Карта гроб мы провожаем, говорим чему-то спасибо, что это было в нашей жизни, но теперь мы точно знаем, не будет продолжения, не будет в каком-то деле прогресса. И вверху карты у нас две цифры – 8 и 9. И если 8 – это как перевернутая лимниската, то есть мы говорим о том, что есть то, что вам ценно, то, что вам дорого, то, что вам интересно, мои дорогие близнецы, и то, что будет продолжено. Но есть и цифра 9, и это всегда преддверие перемен. Вот такое пороговое значение вы можете прочувствовать, может быть, где-то как раз в момент перехода Плутона из знака зодиака Козерог в знак зодиака Водолей. И знаете, когда выпадает эта карта, мы от чего-то, даже если отказываемся или с чем-то прощаемся, нам это сделать легко. Нет сожалений, потому что мы понимаем, что, ну да, все, что могло вот в этом контексте, или в этих отношениях, или по этому месту работы, или какому-то проекту, оно уже все состоялось. Может быть, кстати, и по деньгам вы закроете какую-то тему. По деньгам так точно. По деньгам может поступление денежное быть. Все же карта коса – это сбор урожая. И часто она тоже говорит, если те деньги, которые у вас где-то словно загуляли, задержались, но имеется в виду не какой-то куш, который вы внезапно получаете, а нет, это что-то заработанное. Но здесь вы, значит, получите. Карта коса говорит также, коса у нас острая, и поэтому Ленорман напоминает, что помни, да, ты можешь подвести прекрасный итог и остаться довольным. Но это, опять же, сильная позиция. И иногда, когда мы, достаточно самоуверены, это прекрасное качество, самодостаточность, самоуверенность, но иногда можем замечтаться, и это где-то переходит в самонадеянность. И, может быть, и есть те вопросы, когда уже не стоит кому-то что-то доказывать. Вполне вероятно, не стоит с кем-то спорить. И поэтому карта коса говорит, будь осторожен, не поранься. То есть вам что-то нужно очень выверенно и четко будет проделать, какую-то работу. Кстати, вверху у нас карта письмо. И, может быть, у кого-то это как банковские документы. Или пусть это какие-либо другие документы, я могу предположить, но знание закона или каких-то юридических моментов, может быть, вам придется кому-то обратиться, к юристу, к адвокату, или к людям, которые знают точно, как это оформить или осуществить. Какую-то информацию вы будете искать наверняка и с чем-то определяться. Давайте мы узнаем. Неожиданность. Выход из лабиринта. Или пусть это будет как состояние выбора, мы уже об этом с вами говорили, и Таро дополняет. И прежде мы словно были в потемках, или была какая-то путаница в мыслях, то здесь как раз все вы расставляете скорее, все по местам. Я могу сказать, что где-то и планетарные транзиты, у нас ноябрь, период большой ретроградности, когда к нам могут вернуться, как и люди, как и какие-то вопросы, которые прежде... Может быть, мы даже поставили на паузу или думали, что это никогда не состоится. Здесь перед вами открываются новые возможности. Но когда туз мечей выпадает, это всегда уверенность. Знаете, вот это ноу-хау, как будто я теперь знаю, как мне поступить. Или в каком направлении двигаться, что-то продолжать. А что не продолжать?
чтобы не было что-то из нуля в рогожечку, чтобы был именно результат, а у вас результат и стоит на кону в эти 10 дней. Давайте узнаем, в чем же ваша сила, мои дорогие. Королева чаш. Уделите внимание все же личной жизни. Карты нам настоятельно рекомендуют. Это карта любящего человека. Для кого-то из вас будут согласованы, кстати, вопросы, касаемые жилья. Вы будете что-то, может быть, по части недвижимости планировать на будущее. Для людей семейных, скорее всего, тут будет и как у вашей семьи много общения, но вы тогда будете играть скорее первую скрипку. Или это может быть как какая-то история, мои дорогие, личная. Она будет или вы будете продумывать, как даже оформить ваши отношения. Пусть нам напрямую карты еще не сказали, но, может быть, вы рассматриваете какие-то разные варианты, что-то продумываете. Тем не менее, у вас есть человек, которому вы не просто интересны, а кто готов вам прийти на помощь. Все же это больше искренности карта, приятного общения. Поэтому есть, пусть даже один человек, но кто вас любит, мои дорогие, и кто готов вас поддержать. Или в целом для тех, кто один или одна, мои дорогие, карты настоятельно советуют тогда выйти из одиночества, и у вас будет возможность именно с кем-то либо познакомиться, или у нас ведь могут возвращаться люди как раз в нашу жизнь из разряда тех, кого мы давно знали, но по каким-то причинам связь оборвалась или человек исчез, мы могли думать разное, но если такие люди вот именно в период ретроградности появляются в вашей жизни, поверьте, для чего-то это нужно, что-то у вас точно должно быть продолжено. Может быть, сразу мы не говорим о том, что узаконить какие-то отношения, нет, но внимательно присмотреться или провести какие-то важные разговоры. Я имею в виду личная жизнь. Нужно быть, наверное, более контактным или, может быть, закончить в конечном итоге ваше одиночество. Да, у вас будет очень много общения, вас что-то заинтересует. И я не могу сказать, что близнецы будут страдать от одиночества. Отнюдь нет. Но королева чаш – это не социум. Это, скорее всего, те люди, которые очень близки нам. У кого-то из вас на повестке 10 дней могут стоять вопросы наследства с учетом всех карт и оформления документов. Значит, тоже с каким-то хорошим процентом, когда вы останетесь довольны, и эти вопросы вы тоже сумеете решить. Больше в целом взаимопонимания и по королеве чаш – это, да, отнюдь не когда мы жестко настаиваем на чем-то своем, а когда мы с кем-то договариваемся, и мы остаемся довольны, и оппоненты наши тоже. В этом ваша сила, в лояльности, в дипломатии. Об этом отчасти тоже свидетельствует карта. Дела, работа, бизнес. Давайте мы узнаем. Вот смотрите, тут у вас, правда, как эпоха перемен, так оно и есть. Я, кстати, хотела бы вас пригласить на свой сайт, почитать на ноябрь гороскоп планетарный. Там в гороскопе, в этой статье я подробнее останавливаюсь на планетарных транзитах и в целом, как на нас это влияет. Поэтому вы можете посмотреть и по асценденту, и по солнечному знаку. Я думаю, подсказки будут. Почему я так сказала? Колесо фортуны. Опять же, перемены. Нам сказала карта, гроб, о том, что переходное значение между прошлым и будущим. Есть то, что вы продолжите, и есть то, что точно вас не интересует. В этом направлении вы даже не хотите не то что идти, а даже смотреть. Но есть еще колесо фортуны, и это всегда карта нам говорит о том, что внешние события, обстоятельства на вас будут влиять. Может быть, отчасти ваших дел, каких-то перспективных планов. Это могут быть любые вопросы. Тут могут быть и банки, какие-то высокие учреждения, инстанции. Может быть, и люди, будут с ними контакты, которые занимают какой-то высокий пост. Все же у нас есть письмо, и поэтому у кого-то проиграется как документы. Но, кто знает, может быть, и для кого-то из вас какая-то внешняя ситуация. Она будет настолько, с одной стороны, отчетлива, с другой стороны, неожиданно, я такое тоже не могу исключать, когда вам придется несколько так переориентироваться или адаптироваться к чему-то,
понимаете, что вам нужно жизнь организовать по-новому. И по колесу фортуны, особенно в этой колоде, обратите внимание, мне нравится наша девушка счастливая. Именно она довольна, она как будто смеется, радуется. Но она на цыпочках танцует на вращающемся колесе. Нам о чем говорят? Ну, может быть, для кого-то, конечно, эта ситуация была бы сложная, да? Где-то баланс, нам напоминает карта, держать придется или быть дипломатом. Обстановка может быстро очень меняться, это тоже придется учитывать. Новости могут приходить, иногда разрозненные, но вы со всеми или со всем, то, что придет, ворвется в вашу жизнь, вы сумеете взаимодействовать и для себя со знаком плюс. Правда, все же колесо фортуны. Фортуна, мои дорогие близнецы, на вашей стороне. И у кого-то это проиграется по части работы, может быть и бизнеса, может быть и учебы. А для вас вообще наступает прекрасный период, когда вы можете даже вид деятельности сменить. Или вас может заинтересовать что-то новое, и вы приложите определенные усилия в последующем. Это как новая стезя, может быть новая профессия, какой-то новый способ заработка. Или пусть это будет касаться переезда, мои дорогие, все-таки фортуна. Сложно комментировать эту карту, поскольку старший аркан, и тут нет ничего невозможного. Но взаимодействовать именно с внешними силами вам как будто придется. Деньги. Какие-то траты вы как будто от них откажетесь, скажете, все, хватит. Какой-то вопрос вы как гештальт точно закроете, десятка мечей. Может быть, кому-то вы откажете, скажете, нет, я больше в каком-то деле не участвую, правда. Может быть, вы кому-либо оказывали помощь, вы тут тоже можете сказать, извини, нет. Какая-то перезагрузка по части материальных ваших направлений, она совершенно неизбежна. Но если мы говорим об экономии, если вы даже действительно какое-то время помогали кому-то, а теперь вы понимаете, что нет, у меня у самого или у самой на кону что-то более важное. Поэтому вы опять же это сделаете легко. А то, что мы сумели где-то сэкономить, считайте, как 2 раза заработали. Вы будете даже финансы пересматривать или подсчитывать с позиции новой реальности, мои дорогие. Всегда десятка мечей мы закрываем в прошлую дверь. Поэтому у кого-то это, кстати, может означать, когда вы рассчитаетесь кредитом или какие-то платежи завершите. И обе вот эти карты Ленорман, тут тоже возможность исправить финансовую ситуацию и одновременно для себя уже увидеть какие-то новые способы заработка. Вот есть что-то очень хорошее, ценное и по части финансов в эти 10 дней. Давайте узнаем, что нам говорят о личной жизни. Пятерка чаш – это карта депрессии, разочарования, какого-то недопонимания в остальных колодах. А в этой колоде удивительная. Девушка нам показана, посмотрите, она совершенно спокойная сидит. Она лениво протянула ножку. И сейчас вот из-за этого сосуда, в котором находятся отрицательные эмоции, опять же лениво, просто переворачивает эту чашу. И эти негативные эмоции изливаются в вот этот омут и уходят. Пусть это будет 4-я чаша, которая, ну, это как наши какие-то разочарования в прошлом именно. Это не свежее что-то. Или какие-то наши потери, у каждого свое. Или какие-то наши проекты, которые мы хотели осуществить, прикладывали усилия, но теперь мы видим, а нет, уже теперь и смысла не имеет что-то продолжать. И карта нам говорит, все самое ценное, оно возле тебя. Все остальное, сколько тут этих чаш, вообще не имеет никакого значения. Мы избавляемся как раз и от депрессии по этой карте, и от разочарований, от того, что нас прежде ранило. Поэтому именно в этой колоде кто-то может помириться, найти общий язык, совершить важные разговоры, откровенные, глядя друг другу в глаза, с чем-то определиться и в личной жизни. Вы как будто по всем статьям, мои дорогие, по всем сферам жизни, по работе у вас как перезагрузка и что-то, как фортуна помогает. По финансам вы тут тоже укрепите в конечном итоге свое положение, потому что то, что не
Прогресс вы не будете рассматривать как статью расходов, к примеру. Здесь именно какие-то расходы вы закрываете прежние. Ну и по части личной жизни, то, что разочаровывало, теперь тоже отходит на второй план. Интересный расклад. Давайте узнаем, что же как карта совет для вас будет выступать. Ну, правда, деньги есть, деньги будут. Десятка мечей. Видимо, самое время вот в эти 10 дней ноября для себя определиться, откуда будут приходить деньги, к примеру, если у вас не один источник дохода, или чему вы отдадите предпочтение. У кого-то получится действительно закрыть кредит или рассчитаться с какими-то платежами. Может быть, и какие-то бумаги, документы подписать важные. И как тоже какой-то гештальт вот вы закрываете, мои дорогие. И вот ставите в чем-то точку, и вам как гора с плеч будет. Девятка пентаклей – это карта самодостаточности, причем так по максимуму. Безусловно, пентакли – деньги, когда мы остаемся довольны собой, когда в целом ваше благополучие такое уверенное, и это сегодняшний день, и карта говорит о завтрашнем дне. Какая-то удивительная перезагрузка с прекрасным итогом может быть в эти 10 дней, мои дорогие близнецы. Конечно, у каждого по-своему, но если мы рассматриваем карту совет, можно в целом сказать так. Подумайте, вот чем бы вы ни занимались, что бы вы ни планировали, куда вас зовет душа. Если вот вы чувствуете, что да, вот если я буду это продолжать, мне хорошо, значит, мои дорогие близнецы, это для вас и будет правильно, потому что по девятке пентаклей мы наслаждаемся жизнью. Потому что по девятке пентаклей мы уверены и в своем партнере, к примеру, если таковой имеется. У нас есть надежный, теплый, уютный дом. Значит, если есть на кону вопросы по части недвижимости, вы можете что-то осуществить для себя со знаком плюс, улучшить свои жилищные условия. Пусть это где-то в момент перехода нам говорят, да, мы находимся. И вы будете и в последующем продолжать что-то улучшать, согласовывать, адаптировать, организовывать. Но это другое состояние души у вас будет. Потому что то, что разочаровывало, само пытается оттолкнуться от вас. И вы закроете за прошлым дверь. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.